Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами Мирослава. Сегодня мы будем заниматься переделками, а именно декорированием старого чемодана. Чемодан у меня поживший, такой с солидным возрастом. И если у вас есть знакомые, может быть, родственники, у которых имеются такие чемоданы, может быть, вы где-то встречаете, кто-то отдает или продает, пожалуйста, приобретайте, они очень хороши в плане хранения каких-то материалов, елочных игрушек, их часто используют для фотосессий или просто для украшения интерьерного студий творческих. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Мне, например, мой чемодан достался от соседей. Видимо, купили люди квартиру и все выбрасывали. Но я человек творческий, меня вы поймете, я на все такие вещи обращаю внимание. Я его сразу себе забрала. И вместе с вами я его буду переделывать. Что еще хочу сказать, что мастер-класс будет состоять из 2 видеоуроков, так как он будет объемный по информации, насыщенный очень. Вы можете полный перечень материалов, которые будем использовать, найти ниже под видео, как всегда. И просмотрев первую часть, сделав какие-то уже работы, если вас чего-то будет не доставать или вам понадобятся еще какие-то материалы, вы совершенно спокойно приобретете их и подготовитесь уже ко второй части, дабы закончить эту работу. Итак, приступим. Итак, мои дорогие творческие феи, как я упоминала ранее, чемодан поживший, на нем старая какая-то краска, видимо, в середине бумага, с какими-то, где-то есть какие-то пятна, не знаю, что это, поэтому я буду использовать блокирующий грунт, дабы быть спокойной и скрыть все какие-то пятна, все, чтобы было аккуратно, ничего у меня потом не вылезло и не испортило работу. Прежде чем наносить грунт, вы, в любом случае, хорошо вымойте чемодан мыльным раствором, тряпочкой спокойно. Если будет необходимость применить еще какие-то средства для мытья окон можно использовать. Можно еще сверху пройтись и очистить, обезжирить поверхность. Итак, приступаем к нанесению грунта. Чемодан покрыт грунтом полностью.
Теперь его нужно оставить до полного высыхания, ну хотя бы на сутки, чтобы он хорошо пропитался, грунт хорошо улегся. Не торопитесь, пускай он хорошо просохнет. Грунт на поверхности чемодана высох. Я его оставила на сутки, даже чуть больше. Он хорошо пропитался, улегся. И сейчас мы будем зашкуривать, но не сильно, не грубой наждачной бумагой, а совсем легкой. Задача выровнять поверхность, чтобы она стала гладкой. Блокирующий грунт, он содержит такие мелкие крупицы, как песок. И это очень хорошо, тем самым он блокирует и цепкость создает определенную с поверхностью. Но при дальнейшей работе он нам не нужен, этот песочек, и мы его сейчас зашлифуем. Для этого я возьму такую мелкозернистую наждачную бумагу, она у меня на мягкой основе. Вы подбирайте, есть такие более плотные губочки. Главное, чтобы не имеет значения, какой она формы будет или на какой она основе будет. Главное, чтобы она была мелкозернистая, чтобы вы не поцарапали, а именно зашлифовали вверх. Приступаем. Вот таким образом вы должны пройтись по всей поверхности чемодана. Так, всю поверхность я прошлась по всей поверхности, она стала гладкой, все крупицы ушли. И после уберите всю пыль или щеткой большой, что у вас есть, можно даже феном себе или пылесосом помочь аккуратно всю пыль убрать. И в завершении возьмите тряпочку, любую, какая у вас есть, может быть, ненужная вам. Смочите ее, хорошо отжать надо, она не должна быть мокрой, с нее не должна капать вода, просто влажная. И вот вы протрите, дабы полностью убрать всю пыль. Не мочить, а просто протереть аккуратно. Так, на этом этапе я закрою малярной лентой все металлические детали. Они грунтом уже покрыты, будут ждать своей очереди. Мы с ними будем работать уже в самом конце, поэтому, чтобы они в дальнейшем не пачкались и не было лишних нагромождений, особенно там, где замки, все это надо закрыть и потом не волноваться в работе о том, что что-то куда-то попадет, затечет. Малярная лента. Все металлические элементы я закрыла малярной лентой, и сейчас я буду покрывать крышку чемодана белой меловой краской, только крышку. Это будет основа у нас для дальнейшего наклеивания карты, поэтому белый фон он не повредит, а даже поможет. Так, вся поверхность покрыта первым слоем краски. И я дам хорошо просохнуть, оставлю на ночь. Посмотрю, если все меня устроит, не будет явных каких-то пробелов, значит оставлю в один слой. Если где-то что-то не понравится, может быть локально, именно в тех местах я добавлю еще немного краски. Оставляем высыхать. Так, поверхность хорошо высохла, краска легла равномерно, гладкая, приятная поверхность на ощупь. Можно приступать к приклеиванию декупажной карты. Для этой работы я выбрала цветочный мотив. Сейчас вам покажу, какие есть красивые, потрясающие карты. Вы можете выбрать вам, какая больше подходит, какая нравится, пожалуйста, на свой вкус, свои любимые цветы. Ну,
Выбор прекрасный и можно сделать очень-очень великолепные работы. Красивые такие акварельные цветы пастельных оттенков. Пожалуйста, приобретайте, пока еще есть выбор. Так, сейчас переходим к приклеиванию непосредственно той карты, которую выбрала я. Для этого мы берем, используем клей для декупажа, наносим, не стесняясь, так жирненько то место, где будет у нас карта. Очень легко определить середину, да, вот два замочка у вас. Вы приблизительно определяете место. Берем водичку, увлажняем карту. С обратной стороны. С двух сторон увлажняем. Слегка промокнуть. Убрать лишнюю жидкость необходимо. И прямо рукой теперь возьмите файл, сверху прикладываем и убираем, выравниваем рисунок с помощью шпателя. Вот прям лишний клей уходит. Можно пройтись еще поверху, прям немножко влажной салфеткой в тех местах, где, может быть, еще осталось немного клея, воздуха. Не бойтесь, сильно давить не нужно, просто слегка пройдитесь. Главное, чтобы не осталось воздуха под рисунком, он потом вам не портил внешний вид работы. Все улеглось, лишнее ушло, и сейчас сверху будем наносить немного клея еще. От середины к краям старайтесь это делать. Может быть, все-таки вы где-то не увидели, и таким образом вы будете дополнительно еще тоже убирать лишний воздух из-под бумаги. Все, карта приклеена равномерно. И пусть она высохнет. И после высыхания покроем первым слоем, покроем лаком первым слоем. Лаком покрывайте всегда работу, прежде чем приступать к дальнейшему окрашиванию, всегда защитите лаком свою картинку, чтобы ее не повредить. Так, пока картинка будет высыхать, мы приступим к окрашиванию всей поверхности чемодана. Это будет первый фоновый оттенок. Мы его сейчас полностью нанесем, а после того, как все высохнет, будем уже делать сложное окрашивание, добавлять других красок.
В общем, это все в дальнейшем. Сейчас ждем высыхания и наносим первый слой краски. Краску я буду использовать меловую, плоскую синтетическую кисть. И смотрите, в работе с меловыми красками не стесняйтесь увлажнять поверхность. Чем увлажненней будет поверхность, чем жиже у вас будет краска, кисточка влажная, тем легче и ровнее будет ложиться краска на поверхности. Так, покрываем лаком картинку. Все покрыли лаком, и сейчас можно спокойно работать, не волноваться, что повредите свое красивое изображение на поверхности. Уже ничего не страшно, даже если попадет какая-то лишняя краска, где-то капнет, сразу влажной салфеткой вытираете и работаете дальше. Картинка подсохнет, лак подсохнет, и приступайте к основному окрашиванию крышки. Лак подсох, и сейчас я буду наносить краску на оставшуюся поверхность. Так, первый слой покрыт. После полного высыхания крышки я покрою еще раз всю поверхность чемодана и дно, всю поверхность вторым слоем. И потом оставлю до полного высыхания снова. Высох основной цвет, да, я покрыла, напоминаю, в 2 слоя краской основной поверхность. И сейчас мы займемся тем, что будем выравнивать фон. То есть картинку с общим фоном на крышке. Подбираем необходимые краски, я буду использовать для этого меловые краски. Смешиваем между собой, если есть необходимость, если у вас нет красок тон в тон попадающих по цвету, мы смешиваем и добиваемся необходимого оттенка. Так, приступим. Значит, здесь присутствуют такие и сероватые, какие-то пастельные, сиреневые где-то, да, блики, просвечивается зеленоватый оттенок. И сейчас я смешаю темнее и светлее оттенки, чтобы удобно, потому что здесь такой дымкой, да, как бы покрыто, чтобы удобно было наносить сразу, не отвлекаясь. Так, берем один оттенок, такой он немножко зеленым. Я оставлю его немного не смешивая, немного смешаю. Вторую часть добавлю коричневый оттенок. Смешивайте меловые краски, не забывайте вот взбалтывать перед применением.
Основные цвета мы смешали, потом в процессе работы можно смотреть, да, что получается, и добавлять уже непосредственно больше оттенков тех или иных по усмотрению. Так, сегодня в работе я не буду использовать кисточки, я буду использовать такие, скажем, мягкие. Я сама сделала такие шарики мягенькие, скажем, назовем их так. Почему, опять-таки, объясняю, здесь дымка, да, и я хочу очень нежный этот фон, не резкий, без мазков, поэтому вот я сделала такие себе инструменты, назовем это так. Как я делала? У меня есть наполнитель, он применяется для наполнения игрушек. Можно, если у вас есть старая подушка, маленькая для дивана ее используют, можно ее разобрать, можно использовать губку, не совсем так будет получаться, но в принципе рабочая версия с губкой. В общем, экспериментируйте, смотрите, что у вас есть под рукой. Главное, чтобы это был мягкий и в то же время плотный такой наполнитель. Потом возьмем немного ткани, опять-таки старая футболка, вот завязали и сделали себе такой шарик. Вот. Вам удобно будет пальцами держаться, здесь мягкий. Перед работой надо увлажнить водичкой просто. Немножко увлажнить. Ну и все, можем приступать к работе. Как всегда, в начале немного увлажним. Так краска будет ложиться мягче и приятнее работать вам будет. Не забывайте, меловые краски любят влагу, они лучше ложатся, приятнее работать, поэтому не забывайте об этих тонкостях. Так. Сначала более светлые будем использовать оттенки, переходить в более темные. Сейчас необходимо подождать, пока высохнет первый слой фона, и потом посмотреть, где надо добавить еще оттенки, где выровнять, в общем, дождаться высыхания. Так, первый слой уже немного подсох. Я смотрю, что хочу добавить еще темных бликов, чтобы не было такой блеклый вид, да. Немножко разбавлю темным, поэтому использую где-то. Не забывайте увлажнять. Не нужна вам в этом случае очень густая краска, наоборот, надо добиваться такой легкого эффекта дымки. И не забывайте, что меловая краска после высыхания, она становится еще прозрачнее, нежнее,
Поэтому не бойтесь, если где-то сильно темный оттенок вам показался. Лучше подождать высыхания и потом добавить или убрать оттенок. Поэтому не торопитесь. Видите, я слегка прохожусь, как бы выравнивая, связывая, да, чтобы не было резких разрывов. Прям влажной губкой, скажем так, да, в краске. Просто слегка выравниваю. Где-то оставляю более темные моменты, где-то посветлее. Не бойтесь зайти на картинку, на те же цветы, да, выровняет вам, свяжет с общим фоном, не будет резкого перепада. Так, а боковинки вот эти я сейчас просто вот увлажню хорошо губочку, так чтобы вам было видно. Я вот таким образом просто пройдусь, как бы размазывая краску. И соединю тем самым боковинки и крышку чемодана. У вас получилась крышка как эффект панно, как будто смыли старую краску, да, и проявились эти красивые цветы на поверхности. Очень интересный эффект. Мне, в принципе, все нравится. Я сейчас оставлю, опять-таки, до полного высыхания, и потом мы еще с вами поработаем с трафаретами. Так, приступаем к работе с трафаретом. Сейчас у нас осталась краска после нанесения фона. Ничего не пропадает. Мы сюда добавим структурную пасту, чтобы она у нас была не белая, да, а такой немножко оттенок приобрела в тон всей нашей истории. Хорошо смешиваем. Хорошо смешайте равномерно, чтобы краска распределилась не комками, а была равномерной. Вот такой у нас красивый оттенок пасты получился. Можем даже чуть-чуть темненького сюда добавить, чтобы не совсем блеклые эти все были дела. Я взяла вот такой трафарет. Смотрите, я буду наносить пасту частично, да, не полностью закрывая трафаретом всю поверхность, а только некоторые элементы в углах, где-то частично на рисунок заходить, такую легкую, не тяжелую историю, да, делать. Вот так выложила. Пока мне все нравится, будем приступать. Если вы боитесь, что трафарет сдвинется во время работы, вы его приклейте малярной лентой по бокам. Но, в принципе, довольно неплохо лежит, поэтому я не буду использовать малярную ленту. Вы смотрите по себе. Не уверены, волнуетесь, значит, закрепите его малярной лентой. Так, все ровно. И чтобы он не сдвинулся, вот в некоторых местах есть момент. Теперь, если что-то лишнее, сразу убирайте влажной салфеткой.
Ну и таким образом дальше продолжаем работать. Ну, вот таким образом покрываем всю поверхность частично такими узорами, элементами. Да. Нанесены все объемные элементы. Надо хорошо дать просохнуть пасте на поверхности. И пока она будет сохнуть, можно снять все защитные элементы уже с металлических частей. Уже эта малярка нам не нужна. И далее будем приступать к работе. Высохла структурная паста, рисунок, который мы наносили структурной пастой, и остались такие шероховатости на поверхности, мы их должны зашкурить. Я еще сняла малярную защиту со всех металлических деталей. Сейчас зашкурим, зачистим поверхность рисунка. Для этого используйте не очень грубую наждачную бумагу. Ваша задача немножко зашлифовать, выровнять, да, сделать более гладкую поверхность. Поэтому не усердствуйте, не давите и не испортите сам вид рисунка. Будьте аккуратны. Так, поверхность зачистила, зашлифовала, убрала явные грубые какие-то остатки пасты. Смотрите, я специально наносила пасту грубо, да, не выравнивала идеально изначально. И сейчас я не старалась выровнять, да, убрать все перепады. Я просто сверху сделала такую более гладкую поверхность. Но все такие неровности я оставила. Они выглядят естественно, и они мне очень подходят под всю идею, да, поверхности. Такие немножко состаренные, не новые. Мне не надо был эффект нового, да, потому что сам вид крышки, да, рисунок, он такой имитация фрески, что ли, да, ну, можно так сказать. Поэтому все вот эти неровности, они мне очень нужны. Если вас раздражает или у вас какая-то другая задумка, постарайтесь просто более ровно наносить структурную пасту, разглаживать ее сразу, тогда вам легче будет выровнять и сделать ее как новую. Убираем пыль. Дорогие рукодельницы, завершена первая часть работы с чемоданом. Мы подготовили поверхность полностью к декорированию, к украшению, скажем так, да, которую мы будем делать во второй части видеоурока. А именно мы займемся позолотой, поработаем с восками, задекорируем середину тканью. Ну вот, собственно, доведем все до финиша, украсим наш чемодан. Поэтому не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии, не пропустите вторую часть, будет интересно. До новых встреч!